Хасбрики просто не дают пони время на передышку. Кажется, будто только вчера 4-е поколение закончилось, а тут на тебе и уже 5-е вышло. А в перерыве между ним Pony Life и комиксы, наверное. Весел мне быть частью фэндомов, в одном из которых нифига не происходит годами, а в другом дофига и больше. Но в сентябре этого года произошло что-то с обеих сторон. И чему же я предпочту посвятить видео? Как будто я могу сказать чего-то нового об этом. Вы и так знаете, что я оригинальный колорс не люблю. Итак, My Little Pony Generation 5. Подумать только, цветным поняшам уже почти 40 лет. Talk about feeling old. Однако, пока мульты всех предыдущих поколений происходили в отрыве от предшественников, 5-е же решили связать с 4-м. И неудивительно, ведь 4-е поколение привлекло к себе невероятное количество людей и до сих пор многими любимо. Глупо ожидать, что в нашем мире капитализма о нем просто возьмут и забудут. Но лично я не особо радужно к этому отношусь. Но для начала, пожалуй, стоит поговорить о самом полнометражном мульте. Предупреждаю! Будут спойлеры всех цветов и размеров. Как для нового мультфильма, так и для всего сериала Friendship is Magic. So be careful! Итак, фильм происходит спустя... Нам не сказали. Лун после событий сериала. В Эквестрии пропала магия, почему нам так и не объяснили, из-за чего единороги теперь умеют только выкалывать глаза и депрессовать. Жизненно. Пегасы же больше не летают, а земные пони... у них вроде все норм. Земные пони, единороги и пегасы начали ненавидеть и бояться друг друга. А аликорнов... нет. Alright. Не обращайте внимания, я просто составляю список вопросиков на ближайшее будущее. И как итог, главный лейтмотив всего 4-го джена, и может и предыдущих, я не знаю, не смотрела их, то бишь дружбы в этом мире больше нет. Главной героиней в фильме выступает земная пони по имени Сани, ака мой ос с 2014 года. Не, for real, здесь минус крылья и тупо сестра. Ее отец рассказывал ей историю о том, как раньше все 3 расы жили в мире и гармонии. И Сани мечтала завести друзей, пегасов и единорогов. Считай, первым шагом было это милашное письмо, которое отправили в стиле Рапунцель. И, как я и ожидала, это был заряд для ружья. Многие годы, судя по всему, она пыталась убедить своих земных сожителей в том, что другие расы им не враги. Но из этого немножко ничего не выходило. Пока однажды к ним не наведывалась единорожка. Позже выяснится, что именно она получила то письмо. С ней Саня отправилась на поиски пегасов. На протяжении всего приключения, как и обычно, поднимаются темы дружбы, добра, любви и прочее. Я люблю пони за подобное, нашему миру этих вещей порой действительно не хватает. Где-то в середине фильма Саня решает, что магию можно вернуть, найдя и соединив камни, принадлежащие расе пегасов и единорогов. А я вся такая себя шарющая сразу поняла, что камней должно быть 3. И где-то в последние 20-30 минут нашептывала себе под нос: магия — это дружба. Дружба — магия. Hint, hint. И в конечном итоге все 3 расы прекращают свою вражду, и магия возвращается в Эквестрию, а Сани становится аликорном. Лол, Твиги целых 3 сезона понадобилось для этого, а Сани лишь 1 фильм. А ты точно не подрубила какой-нибудь God Mode или вроде того? Ладно, я понимаю, почему это произошло. Тут все ненавидели друг друга из-за наличия оперения и тыкалки во лбу десятки, если не больше лет. И лишь она одна наконец-то смогла всех объединить и вернуть в мир дружбу и гармонию. А ликорнизация в принципе вполне заслужена. Итак, я не сказала, собственно, как мне сюжет. Я не знаю. То есть, большую часть я и так чуть ли не предсказывала там. Отчасти потому, что я old, и я понимаю, как работает friendship в этой вселенной. Отчасти потому, что я уже взрослая зануда, и мне нетрудно угадывать, что будет дальше. Немножко, конечно, не хватало какого-то размаха лично мне. То есть даже первые эпизоды Friendship is Magic, которые не особо такие, в отличие с тем, что будет дальше, они были... В них был злодей, в них была Nightmare Moon, в них было заявлено, что, нужно остановить главного злодея, иначе вы все погрязнем в вечной ночи. Это кончилось не очень хорошо, судя по 5-му сезону, Здесь же злодея нет, и от этого немножечко не особо ощущается весь напряг. Все ненавидят друг друга, но все равно мне чего-то не хватает. Но тем не менее, для меня это не так важно, потому что я сюда пришла, потому что это заявлено как продолжение G4, которое мне очень дорого, so it doesn't really matter. В общем, сюжет норм для новопривыкших, наверное.
По большей части, конечно же, для детей взрослые будут воспринимать немножко более так, топорно. Естественно, потому что в первую очередь пони целевая аудитория — это дети. Да, как-то так, давайте продолжаем. Так, теперь о персонажах. Sunflower. Няшная фанатка G4. Не скажу, что у меня были от нее какие-то сильные Twilight vibes, может, кроме момента с допросом. В отличие от Твайки, в начале сериала она хочет завести друзей. Сразу видно, не из тех фанатов, что только и делают, что спорят, кто лучше пони и игнорируют посылы. Няша, в общем. Хотя эти светящиеся крылья и рог выглядят как-то не очень, но дизайн я потом оставлю. О! Можно еще кьюти-марки разобрать? Обожаю копаться в кьюти-марках. Впрочем, что спрашиваю? Я тут босс. Для земной пони у нее довольно необычная кьюти-марка. С такой больше ожидаешь увидеть единорога. Но кьюти-марка, предназначение пони, не всегда сразу раскрывает свой истинный потенциал. В фильме, я думаю, даже не один эпизод был посвящен. Насколько я поняла, ее метка показывает то, что ей суждено вернуть в Эквестрию магию дружбы. Могут ли 3 звезды олицетворять 3 расы пони? Может быть. Правда, вот мне очень интересно, как именно она ее получила. Еще вспомнила, что у Твайлайт была 6-конечная звезда, и там была 6 пони. А у Сани 5-конечная звезда, и здесь 5 пони. Ну и все, наверное. Хитч Дрейс. О, да. Спасибо за поправку. Том из Соника в кино. Прикольный чел, зачетный. Поначалу тоже был по уши поглощен пропагандой, и здорово, что в отличие от Сани ему понадобилось куда больше времени на то, чтобы принять крылатых рогатых соседей. Не особо, правда, поняла его шнягу с животными. Чего они липнут к нему все? Вроде у него нет таланта, подобно Флаттершай, да? Хотя, может, это прям как у меня с детьми. Вот я вроде ничего из себя не представляю такого, но, блин, нравлюсь всем, кому не попадя. Метка явно показывает, что его призвание защищать пони. Вообще напоминает метку Шайнинг Армора, показывающую, что он капитан Королевской Стражи. Плюс звезды, олицетворяющие Твайлайт, и другие 3 могут быть как и 3 принцессами, так и 3 расами пони. У Хитча же по центру щита находится подкова, что скорее всего олицетворяет земных пони, которых он и защищал все это время. А по бокам 2 сердца, которые опять-таки могут быть пегасами и единорогами. Кстати, у поняшек в этой вселенной на копытах сердечки. Значит, что это подкова и эти сердца по сути своей олицетворяют одно и то же – пони. Изи-пизи-бризи. Поняшка, вдохновившая тысячи художников на создание новых артов. Ну, она тут просто самый няшный пушистый комочек. Сразу понятно, с кого был взят прообраз. Во-во-во! 2 одинаковые картинки скинула. Мне лично тот односекундный момент с браслетами дружбы жестко зашел. Когда-то мы с друзьями тоже занимались подобным. Что случилось-то? В общем, тоже няшка. Еще и раскрашена в мои любимые цвета. Меточка. Несколько раз за фильм показали ее любовь к рукоделию, точнее, мне стоит сказать, копытоделию. Смотри, что копытами вытворяет. Рейрити вон даже свой хвост не могла расчесать без магии. К тому же, оп, опять сердечко. Считаю, что она показывает как и то, что она мастерица хоть куда, так и то, что она очень light-hearted, sweetheart и прочее. Ну и 3 булавочки. Снова 3. Твидеш. Я попадаю в категорию тех, кто думал, что она будет похожа на Rainbow Dash по характеру. Что ж, не то чтобы. Да, она тоже любит летать и на постер Вандерболта засматривается, но в целом совсем другая пони. Насколько поняла, ей не нравился статус принцессы, и это флешбэчит к Твайке 4 сезона. И паркурит клёво, кста. Интересная альтернатива полету. Насчет ее метки я не очень уверена. Над молнией есть корона, что показывает ее статус принцессы, очевидно. Молния... no idea. Хотя, возвращаясь к Вандерболтам, которые 100% уже не тема в этом времени, но в любом случае молния всегда была их символом. Может, в будущем она возродит Вандерболтов? Не знаю, как она получила кьюти-марку, если пегасы летать не могут. Можно предположить, что магия пропала уже после того, как она ее получила. Ну, этого уж не знать. Зумер. Пожалуй, единственная, кто не особо сильно мне понравилась. Нет, я, конечно, сама гаджеты люблю, но вот все эти застримить бы это, зачекинила преступников, сабскрайбусики, хэштег NoFilters. Я утрирую. Но все равно этого просто не выношу. Всегда. Да, я звучу как старая кляча. Ну блин, я бок о бок росла с бесячим коллективом и не перевариваю вот это вот все. Однако, с другой стороны, ее дизайн мне понравился больше всех. Вот такой вот парадокс. Ну и тут уж, конечно, прообразом послужила Рерка. Совсем немножко. Так мне она еще пони с 3-го поколения напоминает. Star Song. Тоже фиолетовая, тоже летает, тоже поет. Я не уверена, что еще о ней можно сказать. Ну тут с меткой куда проще. Она певунья, так что метка нота.
Корона тоже есть, но вот в отличие от ее сестры Зип, она под нотой, а у Зип же она над молнией. Королева Пегасов говорила, что Зип будущая королева. А если мои полные незнания истории меня не подводят, то всякие там статусы графов, королей и еще кого-либо передаются старшим детям. Значит, Зип старшая сестра, Корона Пип находится под нотой, потому что она будет ниже по статусу, чем Зип. Хотела бы я больше разбираться в этой теме, ну ладно уж. Все 5 меток имеют общие цвета. Пип, конечно, сильно выделяется на фоне других, ибо этих фиолетовых оттенков ни у кого нет. Ну вот желтые у двух есть. Ну и на каждой метке всего по 3. 3 звезды, 3 острых угла, 3 булавки. Friendship is Magic тоже любили эту тему с тройками. Но в случае этих 5 меток мне прям как-то даже нравится думать, что они означают 3 расы и то, что они должны быть едины. Ну и последний Перси, который не является частью Main Five, но роль в фильме играл не последнюю. Мамкин диктатор. I just saw this meme. Gorgeous. Самый первый расист, показанный в этом мульте. Поначалу Биг Мак 2.0 был просто челом, с которого можно поржать. Ну и может словить жизу, я вам тоже неуклюжий асхэк. Но вот когда ему подвернулось стать шерифом, он стал внезапным злодеем со своей злодейской песней и все такое. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. У мультфильма в принципе не было конфликта с каким-то большим и злобным злодеем, как, например, в фильме 2017 года. Но финальный босс по итогу там все же есть. Есть еще Пегаси богиня, фея крестная, геймер, но мне нечего тут говорить. Далее хотелось бы обсудить дизайны персонажей и стилистику мульта в целом. Пусть это и продолжение G4, однако стилистика потерпела множество изменений. От самого явного перехода из 2D в 3D и до таких штук, как переделаны дизайны самих пони. Шерсть у большинства персонажей не однотонная. Были полностью изменены копыта. Они стали больше походить на копыта настоящих пони, чего не было еще ни в одном поколении. Это, конечно, не по теме дизайна, но теперь пони могут брать копытами все, что душе угодно. Как это, происходит, я вообще понятия не имею. Это явно не магия, ибо ее не было. Тогда что? Эволюция? Магниты? Двойной скотч? Please explain. Поменем шутки вроде. I'll just write it up again with my mouth. Довольно явным изменениям подверглись рога единорогов и крылья пегасов. Рога теперь имеют отличный от шерсти цвет и необычные узоры. Не скажу, что мне доставляет это изменение, если честно. Да, конечно, это показывает, что он волшебный, необычный и все такое, но все равно не покидает ощущение, что рог словно перестал быть частью пони. Крылья. Оперение сделали более разнообразным, добавив в него разные цвета. Такое уже было у принцессы Кейденс, и мне это всегда нравилось. И еще у Пип. И, насколько помню, у нее одной крылья, очень пушистые. Это миленько. Однако в конце фильма, когда магия вернулась, во время полета крылья светятся и переливаются радужными цветами. И мне это как-то не очень нравится. Хотя, может, это было временно, ибо в последнюю секунду у Пип крылья уже не светились. А ликарнизация Сани опять-таки выглядит как-то странно. Крылья рук светятся, и они прозрачные, у них словно батарейки вот-вот сядут. Может это означать, что крылья и рог могут появляться и исчезать при необходимости? Пока не ясно. Не знаю по какой причине, но кьюти-марки у пони теперь есть только на правом боку. Это было темой только у игрушек. Но во всех мультах метки всегда были с обеих сторон. Кто-то там спекулировал, что это из-за отсутствия магии, но мне почему-то так не кажется. Вон даже в конце метки до сих пор были на одном боку. Из совсем мелочей у них теперь есть брови. И чё уж мне, я сама пони с бровями рисую с недавних пор. Ну и мордашки мне вроде и нравятся, а вроде и не всегда. Те хоррорные улыбки с промартов немного въелись в мозг. Хотя 2D-арты были страшнее. Да, 3D довольно тяжело принять, учитывая, что все время доводилось смотреть лишь на 2D-шных поняш. Мне в принципе нравится этот дизайн, он не отталкивает ни разу и довольно милый. Но мое сердце навсегда отдано стилю Лорен. Ее поняши такие маленькие, округлые, аккуратненькие. В общем, первая любовь она навечно. О как. Графика в целом мне понравилась. Я люблю красивую картинку. Волосы так вообще офигенно выглядят. Тут есть еще животные. Почему-то их всех решили сделать в буквальном смысле пушистыми комками шерсти. А животные в городе Пегасов и вовсе крыльями обзавелись. Интересная эволюция. Окружающий мир стал просто более современным. Меня всегда больше привлекали истории, происходящие в прошлом. Неважно, далеком или не очень. Поэтому люблю мульты про диснейских принцесс, Темного дворецкого, ну и Friendship is Magic, конечно же. Алас, теперь этого не будет. Да здравствуют стримы. Озвучка и песни. Смотрела только в английском оригинале.
В дебри русского дубляжа даже краем уха заглядывать не стала. Хоть изначально и позвала подругу на предпоказ в кино, который на удивление у нас был. Но она не смогла пойти из-за учебы, так что я просто подождала еще неделю и посмотрела дома. Из всего этого, наверное, звездного каста я никого не знаю. Кроме, собственно говоря, парня, что в Сонике играл. Я не особо шарю за известных людей. Я даже каких-то там русских звезд почти не знаю. Английская озвучка хорошая. Это все, что я могу сказать. Юмор тоже на уровне. Насколько слышала, большую часть шуток профукали в русском дубляже. Ну, впрочем, как это обычно и бывает. Что до песен, не особо их помню. Только этот Smells Like Teen Spirits отдаленно запомнился. Не, ну реально. Ну и вроде песня Изи, которая походу всем зашла. Меня, правда, подбешивают эти моменты с жопками. Что за мания на это? Но я могу сказать, что эти песни я куда более охотнее буду слушать, чем любой булшит, что крутят по радио. Ладно, а теперь я наливаю персиковый сок и берусь рассуждать, где ж тут связь с нашим дорогим Friendship is Magic. Поехали. Я в курсе, что в первый фильм невозможно пропихнуть все и сразу. И так как новое поколение по сути-то и создано, чтобы привлечь новое поколение зрителей, не смотревших прошлое, то и объяснения им, почему вот это, так да эдак, не нужны. Но камон, запустили поколение, продолжающее предыдущее, с уже устоявшимися канонами и правилами, значит, по-хорошему стоит играть по этим правилам и посвящать в них новых зрителей. Ну, хоть как-нибудь. Для начала позвольте мне провести охоту на отсыл-очки. Начинается фильм с... Я сюда не плакать пришла. Старый добрый Main Six, да еще и с тем же актерским составом. Не то чтобы я там пустила скупую бабскую слезу со словами вроде «Столько лет прошло», потому что по факту я до сих пор на марафоне по фильму, так что считай, каждый день я так их слышу и вижу. Интересно, кстати, что их дизайны не подверглись изменениям. Копыта, рога и прочие прежние. Как вообще эти смены дизайнов происходят? Это все равно, что если бы мы в один день проснулись и обнаружили себя в графоне Сан-Андреаса. Итак, фигурки Main Six, фото Ствиги, фиолетовое перо, ее что ли? Карта Эквестрии, но милипиздрическая, конечно, в сравнении с тем, что я видела недавно. Кьюти-марки Main Six, которые будут еще появляться не раз. Портрет Старсвирла, колокол Грогора, шкатулка из 4-го сезона. Здесь, походу, еще и первое поколение изображено. Плюшевая Лорен Фауст, плюшевый Спайк. Я бы предположила, что этот цветок отсылка на кьюти-марку Пози из первого поколения, которая планировалась и в 4-м, но позже стала Fluttershy. Но может это притянуто за уши, и это обычный цветок. Sunbat – штука, стирающая память из Equestria Girls Forgotten Friendship. Да, извините, я не особо смотрела ЕГЭ и не знаю точно, как это называется. Древо гармонии. Тема My Little Pony. Ну, она должна была рано или поздно появиться. Если это не отсылка на стендап и мод, я удалю канал. Boneless. Может быть. Луна и Селестия из первой серии. Витраж с Твайлайт из 4-го сезона. Ну и это все, что я заметила, быстро пробежавшись по фильму. Итак, события по-прежнему происходят в Эквестрии. Правда, ни об одной старой локации мы не услышим. Вместо этого у нас Аботас из Анлишта, Кристальный лес и... Облачное королевство из Барби волшебство Пегаса. Хотя он, возможно, является Кентерлотом, просто изменился за сотни лет. В таком случае уж очень интересно, что произошло со всеми старыми городами. Понивиль, Манхэттен, Лас-Вегасис, Эверфри Форест в конце концов. Хотя вот уж кто-кто, он, наверное, не изменился. Ну, мой список полностью составлен. Скорее всего, ответы будут получены в сериале, но мне уж очень хочется задать эти вопросы сейчас, чтобы в будущем посмотреть, насколько из них будут даны ответы. Все другие города просто заброшены, и раз в Эквестрии нет магии, значит ли это, что Кристальное Сердце перестало защищать Кристальную Империю и теперь она погребена под снегом? И если это так, Кристальные пони эвакуировались или вымерли? Или Кристальное Сердце по-другому работает и в Империи все нормально? Пони враждуют. Пусть и не лоб в лоб, но тем не менее испытывают сильную неприязнь друг к другу и пропагандируют лживые сведения про другие народы. Так, Виндиго, хватит чаек там попивать, доброе утро. Или их нет, потому что нет магии, или они исчезли. Как? Куда вообще делись аликорны? Тия, Луна, отставка, но ёпросто, что вообще случилось? Вы вообще живы? Твай, Кейденс, Флёри Харт, в конце концов. Аликорны вымерли, застряли в лимбе. Кто-нибудь вообще помнит о том, что они существовали? С каких пор у Эквестрии нет полноправного правителя? А что там с Солнцем и Луной? Они начали жить своей жизнью, а погода... Насчет Клаусдейла ничего не ясно. Однако без магии Пегасы все равно не могли бы летать, ходить по облакам и управлять погодой. Она тоже теперь живет своей жизнью? Но почему? Как вообще все докатилось до конфликта до эквестрийской давности?
Что случилось с остальными видами, которых объединила принцесса дружбы? Драконов, грифонов, яков, гиппогрифов, чейнджлингов и прочих не то что не упомянули, но даже отсылок на них не раскидали. Я не видела, по крайней мере. Обидно как-то. Все достижения Твайлайт и остальной Main Six тупо канули в лету, походу. Прочие мифические существа тоже не были упомянуты ни разу. Кто-нибудь помнит древесных волков? А Мантикору? А Параспрайтов? Ау? А с древом гармонии что? А с порталом в мир Монстр Хай? А никто не забыл о том, что в камне были запечатаны Тирекс, Сырная Королева и Малыш Гидеон? Ребят, если это Кентеру, то где они сейчас? И как именно исчезла магия? Как в 8 сезоне? Или магия просто по приколу решила взять и уйти, потому что она устала? А вот про Дискорда я даже спрашивать не буду. Зуб даю, наблюдал со стороны и рофлил со всего этого. Типа, ха-ха, эти пони такие забавные. Устроили тут конфликт и враждуют на пустом месте. Hilarious! Ладно, пожалуй, стоит остановиться. Поэтому я не особо оцениваю то, что новое поколение решили сделать продолжением прошлого. Отдельно от него оно смотрится нормально, но вот если их попытаться соединить, то выходит это как-то хлипко. Надеюсь, хотя бы большую часть всего этого объяснят в грядущем сериале. Но пока создается ощущение, что все, чего добились Main Six, просто исчезло. Или нас обманывают, и в этом мире шестерка и все истории G4 были просто сказками от Сасани. Можно было бы так подумать, если бы не эта станция. Подводя итог, я пока не могу сказать, что меня так уж прям сильно зацепило новое поколение. За историю о добре и дружбе спасибо, конечно, от этого действительно становится тепло, но не могу я смириться с вышесказанным. Я так и не смогла выцепить персонажа, который мне больше всех понравился. Не смогла найти кого-то, на кого могу взглянуть и сказать «это моя пони», и мне от этого грустненько. Возможно, я просто слишком мало времени провела с ними. 1,5-часовой фильм все же. Да и кого-то мы встречаем лишь к середине. Еще такой мини-имхо. Мне вот кажется, что персонажам в именах не хватает какой-то искорки. Например, что имя Изи может сказать о персонаже? А Пип? Честно, услышав эти имена, не зная, кому они принадлежат, о том, что так зовут пони, я бы подумала в последнюю очередь. Поменяй их на Маша, Света, Петя, и особо ничего не изменится. Но в любом случае, я продолжу следить за развитием этого поколения. Однако же для меня на первом месте, как и ожидалось еще до выхода этого мультфильма, остается G4. Можете поделиться своим мнением о новом поколении МУПИ в комментариях. Может, подискутируем. Я вроде как рассказала обо всем, что хотела. Так что, thanks for watching. Sayonara.